есть код, мы вводим код, открываем. Заходим в зал. Зашли в зал. В нашем распоряжении дистанция 18 метров. Щиты — это отдельная тема. Почему? Потому что стрелу из такого щита вынимать можно просто двумя пальцами. И это непередаваемый бонус. Плюс стрелы никогда не пачкаются. Щиты нереально удобные. Они идут цельным полотном. Внутри это какая-то канадская тайна, чем они их набивают в прямом смысле этого слова. Но стрела идеально входит и идеально вынимается соответственно. Этот зал рассчитан даже на проведение турнира. 26 марта турнир будет проходить именно в этом зале. И это один из бонусов, который дает нам возможность на своих тренировках привыкнуть к этому месту, привыкнуть к освещению, к дистанции и так далее. Какие еще есть плюшечки в этом зале? Есть вот такие две доски, но они не для того, чтобы на них кривляк каких-то рисовать с ушами вот такими, а они для того, чтобы отстрелялся, записал. И есть возможность буквально каждому спортсмену записывать свой результат. Удобно, просто бесподобно. Клуб Аспрей — один из лучших клубов провинции Новоскошия. На этом стенде мы видим достижения непосредственно этого клуба. И в этом клубе сейчас чуть больше 60 спортсменов различных категорий. Это и категория компаунд, и категория традиционный лук, рекурсивный лук и так далее. Что еще здесь есть? Здесь есть все необходимое для того, чтобы можно было настроить и починить свое оборудование. Это хранилище для летних щитов. Все щиты нереального качества, вот в прямом смысле этого слова. Ну и еще один бонус: здесь есть такая кухонька, где вы можете себе там заварить кофе, помыть руки, умыться, попить водички, даже перекусить. Это тоже, я считаю, обалденным бонусом. Ну и конечно же здесь есть все необходимое для того, чтобы собрать стрелу, для того, чтобы настроить свой лук, при необходимости спрессовать его и так далее и тому подобное. Вот этот кейсик меня выручил в дороге, потому что в него влезли два наших лука, в него влезли все наши стрелы и наша форма, и плюс еще частично арчери инструмент. Так, стрелы разбираем. Поэтому по удобству этот кейс 10 из 10. Соотношение цена, качество и его практические возможности. Открываем. Здесь Даринкин кролик живет. Держи. Ну, бегом, бегом. Не, она тут вот эти вот оленьи рожки себе цепляет. На, прицел. Забираем стабилизатор. Мое хозяйство. Конечно, бонус для V3X это вот эта его фирменная подставочка. Но только она должна быть фирменная, из надежного пластика и хорошего качества. Я не знаю, как ведут себя распечатанные уже самоделы на 3D печати, но вот эта подставочка родная, и она качественная. Такой мой боковой кролик исключительно для чего? Для того, чтобы он мне дает легкую балансировку лука в любых условиях, и в полевых, и в условиях таргет-стрельбы. Что там?
3D-мишень. Да, 3D-мишень. Динозавры, рыбы, кобры, белые медведи, бурые медведи, скунсы, кабаны. На обратной стороне, на обратной стороне кого только нет. Держи. Мы тренировались, но опять-таки, как мы тренировались? В условиях транзита, поэтому выцеливание, тяга, это все супер, это все классно, это все полезно, необходимо, но никакие другие тренировки, кроме непосредственной практики стрельбы, вам никогда ее не заменят. Это нужно понимать. Мы приехали, в первую очередь, что нам нужно? Нам надо разогреться по-быстренькому причем. Я делаю по 16-20 раз каждое упражнение. Плечи в одну, в другую сторону. Это так, можно сказать, на холодную. То есть приехал, и мне нужно очень быстренько и хорошо прогреть все необходимое для того, чтобы я мог сейчас практиковать свою стрельбу и при этом не навредив себе. Мы должны понимать, что чем мы можем навредить себе. В первую очередь это когда мы пытаемся вытянуть, и при этом мы деформируем позвоночник, то есть мы не вертикально стоим, а мы делаем какие-то изгибы. Пошел у нас изгиб в одну сторону, мы дали нагрузку себе на поясницу, естественно, у нас где-то диск вылетел, где-то еще что-то. Нужно понимать, что фунтаж лука это все-таки там 27 килограмм. Но представьте себе, 27 килограмм вы в таком положении пытаетесь что-то сделать. Поэтому на холодную мы не тренируемся. Это нужно понимать. Провороты очень, я считаю, что это вообще самое важное упражнение. Потому что проработка идет всего, и оно, я не могу сказать, что это простое упражнение. Попробуйте, и вы все поймете. Хорошо. Ну и можно сложить. И у меня здесь будет где-то фунтов 70. И растягивать в одну сторону. Я все делаю обязательно как на правую, так и на левую сторону. Я сразу же чувствую, как пошло тепло в плечевых суставах. Я сразу чувствую, как разогрелась шея. И в принципе, вот этого времени вполне достаточно для того, чтобы приступить к стрельбе. С чего начать? Ну, в первую очередь, мы всегда начинаем с пристрелки лука. Ну, поскольку мы вчера тренировались, и освещение у нас в этом зале поменяться не могло, поэтому, естественно, сейчас еще раз проверяю, потому что вчера, скажу откровенно, у меня рука, такое впечатление, что она не моя рука, то есть не было состояния полноценной целостности в момент выстрела. Растянулся. Вот сегодня уже другое состояние. Сегодня, я скажу откровенно, вот пришел как к себе домой, что называется. Вчера все-таки были нормальные канадские парни и немножечко такое, новые люди, новые эмоции, по-другому. Над чем работаем? В первую очередь над прикладкой. Второй момент. Стойку я сейчас не беру во внимание. То есть сейчас работаю над прикладкой, над упором, над удержанием лука и над тягой. Даже как бы не делаю акцент сильный на выцеливании. Идем. Чуть-чуть
Десяточку габаритную немножко. Вот вынимается, смотрите, вынимается. Вот так двумя пальчиками берете и вынимаете просто. Без, вот я не знаю, причем при всем при этом стрела входит сантиметров на 25. Просто фантастика. Давайте поймем, что такое целостность. Целостность — это когда вы встали и вы держите идеальную стойку. То есть у вас идеальная вертикаль. Второй момент. Целостность — это когда вы в состоянии сделать плавный, хороший вытяг. Что такое плавный вытяг? Это вытяг, во время которого, то есть вы растянулись, и ваша вертикаль не поменялась никуда. Вас не откинуло в сторону, вы не подаетесь вперед и вас не отбрасывает назад. Вот это, то есть вертикаль — это вертикаль, вы стали, стоим. Дальше. Точку упора вы находите, и эта точка упора у вас не меняется, она постоянно остается одной и той же. Следующий момент. Когда вы растянулись, ваша рука, которая упирается в лук, ее не колбасит, вы в состоянии ее успокоить. Следующий момент. Вы растянулись, ваша прикладка, вы ее чувствуете, она как бы пришла к себе домой. Все, вот она, рука на месте. Следующий момент. Глаза вы начинаете выцеливать, но во время того, когда вы начинаете выцеливать, вы чувствуете одну линию между вашим упором и между вашей прикладкой. Одна линия сплошная. И тогда что делают глаза? Глаза прокладывают своего рода такой туннель между пипсайтом, прицелом и десяткой. И вот следующий момент — сделать так называемую туннельную тягу. То есть ваша тяга должна быть такая, чтобы стрела идеально, ровно и гладко прошла сквозь, так сказать, препятствие воздуха и попала в десятку. И вот если во время этого вы, когда вы растягиваетесь, когда вы прикладываетесь, вы еще находитесь здесь, но когда вы начинаете выцеливать, вы свое сознание переносите туда, вы по-любому не сможете одновременно находиться, одновременно глаз не сможет видеть там десятку, выцеливать. Если вы здесь будете думать: я правильно стою, я правильно приложился, а тот ли у меня упор, а как бы сейчас сделать хорошую тягу, а как бы не забыть об удержании лука и так далее. То есть вот целостное состояние стрелка — это когда мы вот эти все вещи делаем на автомате, и в момент выстрела мы занимаемся только выцеливанием. Если у нас, что такое хорошая форма? Хорошая форма — это вот это. Это состояние. Тяга у каждого человека разная, она не может быть одинаковой. Но ваша задача — найти свою тягу, понять, чтобы тяга для вас, тяга и упор работали в синхроне, не в рассинхроне, а работали синхронно. Рука выдавливает, тяга идет назад одновременно. Вот сегодня начинаю потихонечку приходить в свою тарелку, так сказать. Вот уже немножко другое состояние, мне оно нравится. Я думаю, за 2 недели реально войти в состояние своего вкуса. И вот сейчас у меня ушла вправо, дал опять чуть-чуть, но здесь уже десятка и здесь десятка. Это то, что доктор прописал. Приехали в Канаду, у меня 2 мои попрошайки выцеганили 2 iPhone 14 Plus
И вот я вам скажу однозначно, вот камера iPhone 14 Plus это фантастика. Вот, во-первых, удобно, во-вторых, мобильно, не таскать с собой. Ну, и тем не менее, я взял с собой Соньку. Заплатите мне за рекламу, Дарина сказала. Обожаю это состояние. Состояние, когда ты выцеливаешь и делаешь своевременный выстрел. Вот сейчас верхняя мишенечка, четкая десятка. А вот серединка у меня провалил руку. На долю секунды опустил руку. Вот просто такое ощущение, как будто вот плечо наливается, и оно находится в таком немножко в напряженном состоянии. И это дает эффект такой, что вы хотите как можно быстрее опустить. То есть мы должны растянуться, плечи опущены, ничего не поднято. И вот здесь, кроме спины, я думаю, мы не должны... Вот единое, целостное состояние. Вынимаемся. А ты тоже зацепил, гад. А я габаритну. Я говорит, и десяточка 28. У тебя? И ты говорил, автор гад. Ты Где? У повторяешь. меня чистая Я же десяточка. говорю. Ты Реально. гад, повторяешь за мной. Да это ты за мной повторяешь, а не я за тобой повторяю. Ха-ха. 1-1. Ну ладно, ну пусть. Следующий по логике должен быть 29. Вот мне кто-нибудь может объяснить, почему девочки любят кривляться? Я не знаю почему. Особенно мои девочки. Их хлебом не корми. Дай им устроить какие-нибудь кривляты. Ну что, крайне? Да. Давай. Вынимаемся и смотрим. Выбивает тебя немножечко, видишь? Выбивает. То есть нужно понимать, смотри, с чего начинается процесс восстановления. Вот видишь, десятка было, класс. То есть все, на первом выстреле ты сосредоточена, ты сконцентрирована. Потом ум начинает блуждать. Потом ты себе начинаешь говорить, ой, хоть бы не промазать желтую зону, правильно? И вот это хоть бы дает вот этот результат всегда. И это просто цепь, это цепная реакция. Ты увидела, стрела ушла вниз, ты расстроилась, ты включила эмоцию, следующая стрела пришла здесь. Смотри, у меня 9-9-9. Тут практически рекурсную десятку цепанул, тут фактически, ну то есть хорошие две жирные девятки. Но нужно понимать, чудес не бывает. Если мы долго не тренировались, мы вначале восстанавливаем форму, что мы приучаемся приходить в желтую зону. С этого начинается. И нужно сразу же отключать эмоции. Азарт это класс. Но он такой, он внутренний, он как бы... Азарт это не буря в стакане, понимаешь? Азарт это когда у тебя гладь, ну и такая рябь, раз прошлась. Опять у тебя гладь и опять
рябь. Понимаешь? Да. Вот это. У стрелка любая буря в стакане заканчивается вот такими глупостями. Понял? И все. А так в целом нормально. Смотри, в линию выстроилась, а здесь уже... Вот я тебе скажу, это твоя эмоция. Да. Руку раз опустила, руку куда опускаешь? Влево, и стрела сразу же в момент выстрела ушла сюда же. Понимаешь? Да. Все, вынимаемся. Нормально, молодец. Хорошо потренировались. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Возможно, что-то вас вдохновит. Возможно, что-то вы для себя полезного подчеркнете. Я буду стараться как можно больше записывать для вас полезного материала в канале. Почему? Потому что Канада, честно говоря, здесь можно записывать все. Вот шаг сделал, рот открыл, глаза расширил и записываешь. Все, что здесь происходит, как на другой планете, в прямом смысле этого слова. Что касается стрельбы, если у нас таргет считался, так сказать, королевой стрельбы, то в Канаде и в США филд и 3D стрельба является фундаментальной основой вашей стрельбы. То есть большинство стрелков старается принимать участие именно в турнирах по филду и именно в турнирах по 3D. Почему? Потому что здесь не просто охота, здесь охота настоящая. Вот мы живем непосредственно по дороге от моего дома до зала, я не знаю, я проезжаю, может быть, 10 озер, я не беру океаническую линию береговую, но просто все вокруг окружено лесом, озерами и непередаваемой заповедной природой. Сейчас, если получится, постараюсь запустить свой вертолет. Может, он на небольшой высоте сделает несколько прекрасных снимков для вас. А так, старайтесь не пропускать мои видео. Всем пока. Да.